Это вновь программа «Здоровое тело за 3 месяца», где мы с вами укрепляем все группы мышц от головы до пят. Сегодня мы укрепляем грудные мышцы. Делаем вместе прямо сейчас. Делаем вместе упражнения для снятия боли и укрепления мышц. Возвращаем телу здоровье, энергию, молодость. И первое упражнение: мы с вами садимся ровно, руки перед собой и по очереди поднимаем каждую руку вверх. Делаем это достаточно медленно для того, чтобы максимально работали мышцы груди. Напомню, на этой программе наша цель не растить большие мышцы, большие веса и так далее. Нет, мы укрепляем наши мышцы, потому что после 30 лет каждый человек теряет от 1 до 1,5% мышечной массы в год. Поэтому наша задача поддерживать наши мышцы для того, чтобы продлить нашу молодость и наше здоровье. Благодаря грудным мышцам мы с вами двигаем нашими руками, они отвечают за осанку и в целом за эстетику нашего тела. Закончили с упражнением. Второе упражнение: мы с вами сводим согнутые руки перед собой, потом разводим их максимально широко и поднимаем вверх. В обратную сторону снова опускаем вниз, сводим перед собой. Делаем 10 раз. Наблюдаем за тем, чтобы максимально разводить руки в стороны, для того, чтобы вытягивались наши грудные мышцы, и для того, чтобы максимально поднимать их вверх. Фиксируемся на ровной спине, фиксируемся на своем дыхании. Следующее упражнение для тех, кто готов отжиматься хотя бы на коленях. Опускаемся на пол, становимся на колени, руки на ширине плеч и делаем отжимания. Вы можете отжиматься совсем немного. Наша задача сейчас сделать 5 маленьких отжиманий. Замечательно. Возвращаемся на наш стул. Следующее упражнение. Руки ставим на плечи и делаем ножницы. Ножницы нашими локтями. Вначале правая рука сверху, потом правая рука снизу. Максимально разводим руки в стороны, чтобы вы почувствовали, как тянутся грудные мышцы. И максимально сводим, когда делаем ножницы. Упражнение делаем всего 10 раз. Почувствовали уже, как болят грудные мышцы? Хорошо, следующее упражнение. Мы с вами руки ставим перед собой. Одна рука сверху, вторая снизу. И максимально поднимаем руки за голову. Снова опускаем вниз. Меняем положение рук. Теперь правая сверху, левая снизу. И снова поднимаем руки за голову. Наша с вами задача следить за ровной спиной и следить за тем, чтобы максимально поднимать руки над головой. Следующее упражнение — это круговые движения локтями. Для начала мы их поднимаем максимально вверх и назад, и через низ возвращаем
вперед. Мы делаем максимально вверх и назад для того, чтобы растянуть мышцы груди. И таким образом за счет мышц груди и за счет плеч будут эти круговые движения. Делаем 10 кругов. Следующее упражнение. Правая рука вниз под углом 45 градусов. И делаем двойной подъем через левое плечо. Подняли, чуть-чуть опустили, снова подняли до конца. Вернули в исходное положение. Здесь, я думаю, уже многие почувствовали, как горят внутренние мышцы груди. Это хорошо. Делаем 5 подъемов правой рукой и теперь 5 подъемов левой рукой. Снова для сильных и смелых становимся на колени. Теперь руки расставляем максимально широко и делаем снова 5 отжиманий от пола. Если вы чувствуете, что уже не можете справиться с этим упражнением, без проблем пропустите его, дайте вашим мышцам немного отдохнуть. И у нас еще осталось 3 упражнения. Следующее упражнение – ножницы. Такие же ножницы, как мы обычно делаем ногами, только теперь руки в стороны и максимально разводим их так, чтобы аж немного назад. Первый раз сводим, перехрещиваем наши руки, правая рука сверху, второй раз левая. Делаем скрещивание 10 раз. Молодцы. Следующее упражнение. Руки сводим перед собой, поднимаем вверх, опускаем и разводим. Давайте покажу немножечко сбоку. Свели перед собой, подняли вверх, опустили, развели. Развели максимально широко, чтобы вы чувствовали, как растягиваются мышцы груди. Делаем это упражнение 10 раз. И последнее упражнение на сегодня. Руки перед грудью. Одна назад, вторая остается на месте. Максимально отводим руку назад. Чувствуем, как растягивается грудь. Отводим руку назад. Вдох. Возвращаем назад. Выдох.
Если это видео было для вас полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить нашу следующую тренировку через неделю, где мы будем укреплять руки. Ожидаю вас на следующей тренировке.